Одна лодка и до 200 ядерных боеголовок на борту. 200 городов, каждый со своим именем, со своими улицами, с людьми, которые в эту самую минуту о ней даже не подозревали. Один корабль мог оборвать их все. А теперь странность. Внутри этой машины для конца света был бассейн. Настоящий, с водой. Была сауна и была отдельная каюта, где разрешалось курить. Такой не встретишь больше ни на одной подводной лодке в мире. Размером она была с 9-этажный дом, длиннее 2 футбольных полей, поставленных в ряд. И при этом увидеть ее было почти невозможно. Она уходила туда, куда не дотягивался ни спутник, ни чужой корабль. Подолет. Самое большое оружие, которое когда-либо строил человек. И вот что не дает мне покоя во всей этой истории. Как страна, которая его построила, потом сама отдала этого гиганта на разделку, под резак. И почему за то, чтобы его не стало, платил ее главный враг? У этой машины есть строчка в книге рекордов Гиннесса, и пока ее никто не побил. Самая большая подводная лодка, которую когда-либо построило человечество. Проект 941, имя Акула, а на Западе ее называли иначе – Тайфун. 48 тысяч тонн, столько она весит, когда полностью уходит под воду. Это больше, чем весит авианосец. Один корабль тяжелее плавучего аэродрома с самолетами. Я когда впервые это прочитал, честно не поверил. Перепроверил в 3 местах. Все сходится. Длина 172 метра. Это 2 футбольных поля, положенных в стык. Ширина 23 метра. А в высоту, если считать от киля до верха рубки, как жилой дом на 9 этажей и 5 подъездов. Представьте, вы идете вдоль своей многоэтажки, а она целиком уходит под воду. Целиком. И еще запас остается. Таких построили 6. Все 6 на Северном флоте, в одной дивизии, 18-й. База Губа-Нерпиче, Западная Лица, Кольский полуостров. Место, куда чужому попасть, было почти нереально даже в мыслях. Оттуда они уходили в море и оттуда возвращались. Те, что возвращались. И вот тут я хочу сделать одну оговорку. Для тех, кто смотрит нас давно. Мы уже рассказывали про ее младшую сестру. Помните ролик про Лиру, проект 705? Такая же дерзкая советская инженерная идея, только с противоположным знаком. Лира была маленькой, юркой, титановой, рекордсменка по скорости и глубине, гончая. А Тайфун — это ее полная противоположность. Не гончая, а слон. Не скорость, а масса. Не охотник, а платформа. Но обратите внимание, за этими 2 проектами стоит один и тот же азарт. Тот самый советский конструкторский азарт, когда людям говорили: а сделайте нам такое, чего нет ни у кого. И они делали. Иногда на грани здравого смысла. С Тайфуном именно так. Меня в этой истории с самого начала зацепило вот что. Все привыкли, что подводная лодка — это что-то узкое, длинное, стремительное. А тут плавучая гора. Внутри гулкие переходы, целые этажи, отсеки, которых 19 штук. 2 огромных прочных корпуса рядом, как 2 трубы, соединенные снаружи одним общим корпусом. Не похожа она вообще ни на что. И вот эту гору кто-то придумал, кто-то согласовал, кто-то заложил на стапеле и провел до моря. Причем не одну, 6. По одному только этому корпусу работали больше 1000 предприятий по всей стране, от Каспия до Владивостока. 1000 заводов ради одной серии лодок. Ради чего? Вот на этом вопросе я, если честно, застрял надолго. Потому что ответы, которые лежат на поверхности, они какие-то слишком простые. Гонка вооружений, холодная война, ответ Америки. Все так, но объяснить 48 тысяч тонн одной фразой «ответ Америки» не получается. У американцев их Огайо весит почти втрое меньше, значит, что-то тут еще, что-то конкретное, что заставило конструкторов уйти в такой размер. Что-то, чего у нас не было и что пришлось обходить именно так, гигантизмом. К этому я через минуту вернусь, там любопытная развилка. А пока, короткая, по-нашему. Подпишитесь, если хотите, чтобы такие истории с канала не пропадали у вас из ленты. И повторюсь, про ее маленькую сестру Лиру у нас есть отдельный ролик. Если пропустили, оставлю в описании. Так вот, возвращаемся к вопросу «Зачем?». Знаете, что интересно? Когда я разбирался, я думал, что размер задал заказчик. Военные пришли и сказали: «Хотим самую большую лодку в мире». Оказалось, нет.
Размер задал не заказчик, размер задала одна конкретная железка. Она сама была такой огромной, что лодку пришлось строить вокруг нее. Железка называлась Р-39, по-другому РСМ-52. По классификации НАТО – Sturgeon, осетр, морская баллистическая ракета. Твердотопливная, 3 ступени. Стартовая масса – под 90 тонн. Длина – 16 метров. Это, если совсем по-простому, кусок железа с ядерной начинкой размером с 4-этажный дом. Один такой кусок. И их надо было запихать в лодку. 20 штук. Вот теперь понимаете, откуда взялись 48 тысяч тонн? Не с потолка, не от чьей-то фантазии, от вполне конкретной задачи. Как поместить 20 домов внутрь одного корабля. Тут надо чуть-чуть отступить назад, буквально на пару шагов, чтобы стало ясно, почему вообще возникла такая задача. Начало 70-х. Холодная война уже давно перестала быть чем-то новым, к ней все привыкли, как к плохой погоде. Но правила игры на море потихоньку менялись. У американцев на подходе была новая программа – Trident, то есть трезубец. Новая твердотопливная ракета, новая подлодка «Агая», рассчитанная на 24 ракеты. Дальность за 7000 километров. Причем вся эта конструкция получалась достаточно компактной. Их «Агая» весит примерно 18,5 тысяч тонн. Меньше нашего «Тайфуна» почти втрое. Запомните эту цифру, она нам еще пригодится. У Советского Союза был ответ. Точнее, должен был появиться. В декабре 1972 вышло постановление правительства начать проектирование нового подводного крейсера и параллельно новые ракеты для него. Уже под индексом Р-39 задача звучала спокойно – догнать и желательно обойти по характеристикам. Но за этой спокойной формулировкой скрывалась одна очень неприятная штука. Дело в том, что твердое ракетное топливо – это не наша была тема, совсем не наша. Американцы работали с твердотопливными морскими ракетами еще с 60-х – Polaris, потом Посейдон. У них была школа, промышленность, отработанные заряды. У нас на подводных лодках все было на жидком топливе. Свое, привычное, но капризное, ядовитое и, чего греха таить, опасное. Про Р-29 я, наверное, отдельный ролик когда-нибудь запишу, там много интересного. А тут решили, пора и нам делать твердотопливную морскую ракету, первую серийную в стране. И она получилась, только вот с оговоркой. По массе она выходила почти вдвое тяжелее американского Трайдента первого поколения, по длине примерно на треть длиннее. Дальность сравнимая, около 8000 километров. И боевая часть до 10 самостоятельных блоков, каждый со своим ядерным зарядом, каждый на свою цель. Против 8 у американцев. То есть по огневой мощи с перебором, по размеру тоже с перебором, но уже в другую сторону. И вот сидят конструкторы. Я это себе так представляю. Большой ватман, чертеж лодки, чертеж ракеты. Ракету надо стаймя, вертикально, в шахту. 20 штук. Считаем в уме, прикидываем. 20 шахт диаметром метра под 2,5, длиной под 17. Обычная лодка такого не съедает, она физически не может. И тут кто-то, я думаю, произносит фразу, которая все и решает. Значит, лодка будет необычная. Разрабатывать ракету взялось конструкторское бюро машиностроения из Миасса, Челябинская область. Это старая макеевская школа. Виктор Петрович Макеев, генеральный конструктор, живая легенда морских ракет. Все советские подводные ракеты, начиная с самых первых, это его школа. Комплекс Д-19, вот он у них и делался. И маленькая деталь, которая мне почему-то запомнилась. Первые ступени ракеты Р-39 делали на украинском Южмаше в Днепропетровске. Двигатель первой ступени вело КБ «Южное» совместно с Бийским «Алтаем». То есть даже сама ракета — это уже кооперация через полстраны, минимум 4 региона. Испытывали ее сначала не с боевой лодки, конечно. Взяли старенькую дизель-электрическую подлодку К-153 проекта 629, переоборудовали ее по отдельному проекту, вырезали часть корпуса, поставили одну ракетную шахту и оттуда стреляли макетами. Плюс отдельный плавучий стенд, плюс наземные пуски. Все это тянулось годами, потому что твердое топливо в таких масштабах у нас, повторюсь, отрабатывали впервые. Там были и неудачи, о которых открыто заговорили только в 90-е, когда часть архивов приоткрылась.
А саму лодку в это время рисовало Ленинградское конструкторское бюро «Рубин». И там был человек, вокруг которого, если честно, вся эта история и держится – Сергей Никитич Ковалев. Про него хочется сказать отдельно, потому что без этой фамилии никакого «Тайфуна» бы не было. Ковалев – генеральный конструктор советских подводных ракетоносцев стратегического назначения. Родился в 1919-м в Петрограде. Ленинградский кораблестроительный институт. Эвакуация. Доучивался уже в Николаевском. С 43-го в Рубине, тогда еще ЦКБ-18. И с тех пор там же, всю жизнь. 8 проектов подлодок под его руководством. 92 построенные субмарины. Я, когда прочитал эту цифру, честно, сел. 92. Это не человек, это фабрика подводных крейсеров в одном лице. И вот в 71-м ему поручают проект 941 «Акулу». Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения, сокращенно ТРПКСНШ, язык сломаешь. Ковалев тогда уже был не мальчиком, за 50, дважды Герой соцтруда, лауреат Ленинской премии. Все есть, все получено. Мог бы, как говорится, работать в спокойном режиме. А ему сказали: вот, будешь делать самую большую в мире. И он взялся. Есть у него в мемуарах, их потом уже в наши годы публиковала «Российская газета» и другие, есть у него такая мысль, не дословно, но по смыслу, что «Тайфун» они с самого начала предложили сделать не просто как лодку, а как единую систему. Лодка, ракета, база на берегу, инфраструктура — все в одном пакете, с одним графиком, с одним финансированием. Отсюда и общее название «Тайфун». Название, если хотите, программы, а не одной железки. И это, кстати, объясняет многое из того, что мы дальше увидим. Так вот, вернемся к самой лодке. Ковалев и его люди в Рубине посмотрели на габариты ракеты и, судя по всему, поняли простую вещь. Раз ракета такая огромная и ее никак не ужать, значит, лодку надо не раздувать из старой формы, а придумывать заново, с нуля. Такой, чтобы 20 ракет встали удобно, чтобы их можно было запустить залпом, чтобы вокруг них разместилось все остальное – реакторы, экипаж, торпедное вооружение, спасательные системы. И чтобы вся эта конструкция еще и погружалась, всплывала, ходила подо льдом и, желательно, тихо. 20 шахт с ракетами Р-39 поставили в 2 ряда. И, что интересно, не в корме, как это обычно делали на других советских подлодках, а впереди рубки, прямо между двумя главными прочными корпусами, как груз в трюме огромного катамарана. Об этом устройстве мы через минуту поговорим отдельно, там есть на что посмотреть. И вот, когда чертежи легли на стол, обнаружилось, что этот корабль не то, что в старый Эллинг не влезет, он вообще ни в один Эллинг в стране не влезет. Такого просто ни у кого нет. Никаких габаритов, никакой высоты потолка, никаких кранов подходящей грузоподъемности. Ничего. И тогда под эту лодку в Северодвинске, на Севмаше, построили отдельный цех. Цех номер 55. Позже его переименовали в Эллинг номер 2, но большинство ветеранов помнит именно как 55-й. Самый большой в мире крытый однопролетный Эллинг для строительства подводных лодок. На его крыше, если верить справкам, можно разместить 6 футбольных полей. 6, не одно. Понимаете, до какого масштаба доходило? Чтобы построить корабль, надо сначала построить дом, в котором его собирать. И дом такой, что сам попадает в разряд рекордов. Но и это не все. Помимо самого Севмаша, в проекте так или иначе участвовали больше 1000 предприятий по всему Союзу. От Каспия до Владивостока. Литейные, металлургические, электротехнические, оптические, приборостроительные, резинотехника, электроника, средства связи, автоматика. По подсчетам, только на самом Севмаше больше 1200 человек, работавших на «Акуле», получили правительственные награды. Не за один корабль, за серию, но все равно цифра говорящая. Меня в этой истории цепляет одна вещь. Тут ведь не только про технику, тут про масштаб мышления. Когда страна ставит задачу сделать самое большое оружие в мире, и под это в одном месте строится специальный цех, а в 1000 других мест специальные детали, это уже не проект, это отдельная маленькая экономика. И вся она работает на один корабль. Точнее, на серию из 6 кораблей. Причем эту серию потом еще и планировали расширить до 10, а по первоначальным планам вообще до 12. Правда, дальше 6-й все уже не пошло.
но об этом позже. И вот к 1976 году в цехе 55-м заложили первый корпус, заводской номер 711. Через 4 с лишним года, в сентябре 80-го, его вывели из цеха и спустили на воду. Еще через год с небольшим сдали флоту. Головной корабль серии. Тот, который потом получит имя Дмитрий Донской. Про него у нас в этом ролике будет отдельная глава ближе к финалу, потому что судьба у него оказалась особая. Но пока важно другое. Важно то, что весь этот гигантизм, 48 тысяч тонн, 172 метра, самый большой эллинг в мире, 1000 заводов, все это выросло не из желания сделать большое, а из желания унести под воду именно эту ракету – Р-39. И запустить ее оттуда, откуда ее никто не ждет. Но тут появляется следующий вопрос, который меня, честно говоря, мучил дольше всех остальных. Ладно, ракета огромная. Ладно, шахт 20. Но почему тогда у лодки не один прочный корпус, как у всех нормальных подводных лодок, а сразу 5? И почему из этих 5 2 главных лежат рядом, как 2 бочки, а между ними целый ракетный трюм? Это же ни на что не похоже. Ни на американские лодки, ни на предыдущие советские. И вот тут я сначала подумал, что это конструкторский каприз. А оказалось, совсем нет. За этой схемой стоит очень холодный, очень практичный расчет. И связан он не только с ракетой, но и с одной особенностью, о которой на Западе тогда как раз и начали догадываться. Особенность в том, что «Тайфун» — это не одна лодка. Это, если совсем строго, 5 лодок в одной. 5 отдельных обитаемых прочных корпусов, сложенных в общий стальной чехол. Как матрешка, только не по вложению, а по расположению, рядом. И вот на этом моменте у меня, честно говоря, разъехались все привычные картинки про подводные лодки. Мы ведь, как обычно, представляем подлодку. Одна длинная сигара, внутри один прочный корпус, разделенный на отсеки переборками, все в одну линию. У «Тайфуна» не так. У него внутри общего легкого корпуса, того самого водолазного скафандра из стали, лежат бок о бок 2 огромных прочных корпуса. Максимальный диаметр до 10 метров каждый. Титановый сплав. 2 цилиндра рядом длиной почти во всю лодку. По схеме, как классический катамаран, только этот катамаран прячется под водой. А между ними, в носовой части, те самые 20 шахт с ракетами Р-39. В 2 ряда по 10. Ракетный трюм, зажатый между 2 главными корпусами, как груз между поплавками. И плюс к этим 2 главным еще 3 прочных капсулы поменьше. Одна впереди, где торпедный отсек и переход между корпусами. Одна посередине, там центральный пост, откуда управляет кораблем. И одна в корме, с механизмами. Итого 5 обитаемых прочных корпусов. И все это снаружи обтянуто общей стальной оболочкой легкого корпуса. Он, между прочим, покрыт специальной резиной, противолокационной и звукоизолирующей. 800 тонн одной только резины. То есть покрышку для лодки везли отдельным заводом. Всего в этой сложной конструкции 19 водонепроницаемых отсеков. 19. Для сравнения, у большинства других советских подлодок 7-10, считай в 2 раза больше запасов на живучесть. Между 2 главными корпусами внутри лодки есть 3 перехода. Один в носу, один посередине и один в корме. Это буквально коридоры, соединяющие 2 цилиндра. Экипажу, чтобы попасть с одной половинки на другую, нужно было пройти через одну из этих капсул. Как через шлюз между вагонами поезда, только тисный, титановый и с герметичными дверями. Кто на «Тайфуне» служил, тот эти 3 перехода знает как свою квартиру. И тут у меня возникает первый большой вопрос. Зачем такая сложность? Почему нельзя было сделать один толстый прочный корпус, как у всех, и не мучиться? Ответы, по-моему, скрыты в 2 местах. И оба любопытные. Первое – это про живучесть. Когда у тебя 2 главных корпуса рядом, ты, грубо говоря, разносишь риски. Что-то случилось с одним контуром, второй остается целым. Пробоина, пожар, затопление, половина корабля продолжает работать. Конструкторы позже, уже после гибели Курска, говорили, не публично, а в интервью, что взрыв, аналогичный тому, что произошел на Курске, для акулы не был бы фатальным. Не хочу тут ничего сравнивать, тема слишком тяжелая, у нас про Курск отдельно. Но принцип понятен. 2 корпуса, 2 линии обороны. И к этому же 2 всплывающие спасательные камеры. Они спрятаны у основания рубки под ограждением выдвижных устройств.
Так вот, эти камеры, если верить справочникам, рассчитаны на весь экипаж целиком. Не на часть, не на половину, а на всех. Это по советским подлодкам редкость. Уникальная штука. Другое дело, что реально в бою в них никого никогда не сажали, и как оно сработало бы, мы не знаем и, надеюсь, не узнаем. Вторая причина у этой странной схемы — про плавучесть. И вот тут начинается самое смешное и самое обидное для акулы. Подлодку эту на флоте недолюбливали. У нее есть неофициальное прозвище «Водовоз». Не крейсер, не гроза морей, а водовоз. А в конкурирующем ленинградском КБ «Малахит» они вообще говорили жестче, называли проект «Победа техники над здравым смыслом». За что, спрашивается? А вот за что. Запас плавучести у «Тайфуна» больше 40%. Это очень много. Это значит, что в подводном положении примерно половина ее огромного водоизмещения не машина, не ракеты, не экипаж, а обычная забортная вода, залитая в цистерны. Вода, которую лодка на себе таскает, чтобы вообще суметь погрузиться. Из 48 тысяч тонн примерно 24 тысячи – это балласт. Половина корабля – вода. Отсюда и водовоз. Флотская ирония беспощадная и точная. По соотношению, сколько таскает на себе всего, сколько при этом полезной нагрузки, «Тайфун» проигрывал более скромным лодкам проекта 667 БДРМ. У тех и ракет почти столько же нести могло, и водоизмещение вдвое меньше. Экономика тут была не в пользу акулы. Тогда зачем? Зачем так? Ответ, если совсем коротко, из-за двух вещей – лед и берег. Первое – лед. Проект проектировался под работу в Арктике. Задача была уметь встать подо льды и оттуда, из-подо льда, при необходимости произвести ракетный залп. А для этого лодка должна уметь всплывать не в чистой воде, а сквозь ледяную крышку, то есть проламывать лед. И вот тут пригождается все сразу. Большой запас плавучести — это фактически резерв силы, с которой корабль всплывает. Он не просто выныривает, он выпирает вверх. Плюс рубка. У «Тайфуна» ограждение рубки сделано особенно прочным. Оно рассчитано на пролом льда толщиной до 2,5 метров. Для понимания, толщина льда в Северном Ледовитом океане зимой обычно от 1,20 м до 2 метров. В отдельных местах как раз около 2,5. То есть лодка проектировалась с запасом под самые тяжелые условия. И там еще одна деталь, которая мне очень нравится. Снизу арктический лед не гладкий, как каток. Снизу у него наросты, сталактиты, наплывы. Такая ледяная бахрома, которая может серьезно повредить корпус, если налететь на нее случайно. Значит, всплывать надо не только сильно, а еще и в правильном месте. Экипажу нужно было находить прогалины, разводья, полыньи потоньше и пробивать именно там. Целая наука. Вторая причина большого запаса плавучести куда более прозаичная – берег. Точнее, базы. Понимаете, американцы, когда строили свои Огайо, под них построили и специальные новые базы. У нас же было заведено экономить на инфраструктуре. Существующие пирсы, существующие ремонтные заводы, существующие каналы, ведущие к цехам. И перед конструкторами поставили жесткое требование. Осадка нового корабля в надводном положении должна быть маленькой. Такой, чтобы акула могла заходить в свою старую базу и вставать к существующим причалам. Не строить новую страну под лодку, а лодку подогнать под старую страну. Как это обеспечить? Единственный способ – сделать корпус широким и не очень глубоко сидящим в воде, а разницу компенсировать балластом. Пусть погружается за счет того, что заливает в себя половину собственного веса водой. Так и сделали. Меня, честно говоря, зацепило вот что. Самая большая подводная лодка в истории человечества, она в известном смысле дитя компромисса. С одной стороны, ракета, которая диктовала размер. С другой – старая береговая инфраструктура, которая не хотела меняться под новое оружие. И между этими двумя стенами конструкторам пришлось искать зазор. Они нашли, но ценой этого водовоза. И вот когда вся эта громадина с двумя главными корпусами, 20 ракетами, титановыми капсулами внутри, 800 тоннами резины снаружи, все это наконец собрано и спущено на воду, на борт заходят люди. И их, если посчитать по штатному расписанию, всего 160 человек. Из них 52 офицера, остальные – мичманы, старшины, матросы. 160.
На корабль размером с 9-этажный дом на 5 подъездов, длиной в 2 футбольных поля. По сравнению с обычной подлодкой, где на квадратный метр, причем к плечу, здесь у людей внезапно оказывается очень много пространства. И знаете, что интересно? На «Тайфуне» командир имел звание не капитана первого ранга, как на других советских стратегах, а контр-адмирала. То есть по формальному признаку это уже не просто лодка, это соединение, плавучая ставка. Отдельно, кстати, на флоте это очень обсуждали, и не всегда с восторгом, потому что адмиральских должностей вообще-то немного, и «Тайфуны» их, скажем так, придерживали за собой. Но это отдельная история, к ней еще вернемся. И вот, представляете, тут-то и появляется все остальное. То, из-за чего эту лодку в западной прессе тогда прозвали «подводным городом». Вопрос: насколько это правда? Правда ли, что внутри был бассейн, сауна, спортзал и живой уголок? Или это очередная легенда? Или все-таки да, все это существовало, но в каком-то очень своем, очень советском смысле? Я, когда полез разбираться, ожидал обнаружить, что это красивое преувеличение. Оказалось, не совсем. Бассейн 4 метра на 2. Глубина 2. Пресная вода или, если хочется, забортная, соленая. С подогревом. Прямо на боевом ракетном крейсере, посреди Северного Ледовитого океана на глубине 200 метров. Не легенда. Это в справочниках, в чертежах, в мемуарах моряков. Он был по-настоящему. Меня, когда я это первый раз прочитал, честно говоря, взяло сомнение. Ну какой бассейн? На подводной лодке? Где каждый килограмм веса, каждый кубометр объема, каждый литр пресной воды на счету. Полез перепроверять. И оказалось, что он и правда есть. И подтверждается сразу в нескольких независимых источниках, включая специализированные справочники по флоту. Причем не только бассейн. Смотрите, сауна. Обшита дубовыми досками. Рассчитана на 5. По воспоминаниям тех, кто служил, набивалось туда, конечно, побольше, до 10. Флотская душа свое возьмет. Дуб, кстати, отдельно везли, не любую же деревяшку в парилку. Дальше солярий, салон отдыха, спортзал, живой уголок, то есть небольшой уголок с зеленью, а по некоторым воспоминаниям с рыбками в аквариуме и даже с птицей. Точный состав этого зверинца в разных источниках расходится, поэтому тут я вам скажу честно, конкретики маловато, но сам факт живого уголка подтвержден. И самое, пожалуй, необычное, на «Тайфуне» была отдельная каюта для курения, отдельное помещение, где можно было спокойно, без надрыва, вытянуть сигарету, не боясь ни за вентиляцию, ни за соседа, ни за замечания. По сообщениям, такой каюты не было больше ни на одной подводной лодке в мире, ни на одной. Это, если задуматься, вообще смешно, но и очень по-советски. Подумали о человеке, который курит. Не запретили, а выделили ему угол. К этому добавьте 2 кают-компании, отдельно для офицеров, отдельно для мичманов и матросов, 2- и 4-местные каюты у командного состава, с умывальниками, с телевизорами, с кондиционированным воздухом. У рядовых маломестные кубрики, но, опять же, не тот 5-звездный ад, что на других советских лодках, где спали посменно на одной койке. На флоте акул за все это называли «плавучим Хилтоном». Есть такое выражение, оно ходило и в моряцких мемуарах, и в позднесоветской прессе – «плавучий Хилтон». По советской иерархии комфорта это, конечно, почти издевательство, потому что реальный Хилтон никто из подводников в глаза не видел. Но за неимением лучшего сравнения прижилось. А теперь вопрос, который меня, честно говоря, зацепил больше всего. Зачем все это? Зачем боевой атомной ракетной подлодке бассейн? Зачем ей солярий? Она что, санаторий? И вот тут ответ становится, на мой взгляд, самой интересной частью всей этой истории. Потому что комфорт на «Тайфуне» — это не подарок, не блажь конструкторов и не заслуга адмиралов. Это функция, часть боевой задачи. Такой же элемент вооружения, как ракета в шахте или гидроакустический комплекс в носу. Смотрите, автономность у акулы 180 суток, 6 месяцев, полгода. Столько лодка теоретически может провести под водой, не всплывая, без пополнения запасов, без связи с берегом в привычном смысле. В разных источниках, правда, встречается и цифра 120 суток. Она относится к другим режимам и штатным нормам похода. Но проектная, предельная — это 180. Полгода. Без солнца, без свежего воздуха, без вида в окно, потому что окон нет вообще. Без родных,
с одним и тем же составом людей, которых ты видишь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С искусственным светом, с шумом механизмов, с запахом железа, машинного масла и, если совсем честно, 160 немытых мужиков, чтобы там не говорили про фильтры и кондиционеры. Полгода в железной трубе, в море, подо льдом. Чтобы вы понимали, что это значит физически. У экипажа нет суток в привычном смысле. Есть корабельное время, по нему живут все. Свет в отсеках переключают на день и ночь. Просто регулируют освещение, потому что иначе организм окончательно теряет ритм. Вахты идут через 4 часа. 4 часа стоишь, 8 отдыхаешь и спишь. Потом опять на пост. Ни в одной клеточке мозга ты не помнишь, какой сегодня день недели. Это вычеркивают из головы за неделю похода. Календарь только в кают-компании и в графике Старпома. Больше нигде. И вот когда начинаешь всерьез про это думать, становится ясно. Сауна, бассейн, солярий, живой уголок – это не роскошь. Это, если хотите, лекарство, психологическое. Профилактика того, что на военном языке называется астеноневротический синдром длительного похода, а по-человечески – тихое сумасшествие. Люди в замкнутом пространстве 6 месяцев подряд начинают резать друг друга взглядом, начинают срываться, начинают болеть без видимых причин. Поставьте лайк, если не знали, что внутри боевой атомной подлодки был настоящий бассейн. Так это видео увидят еще люди. Про это, кстати, генеральный конструктор «Акулы» Сергей Никитич Ковалев, о нем мы уже говорили в прошлой главе, писал прямо. Недословно процитирую, но по смыслу. Экипаж на корабле стратегического назначения – это часть системы оружия. Если человек за полгода сломается, вся система стоимостью в миллиарды рублей теряет смысл. Значит, надо, чтобы он не ломался. А для этого нужен не только паёк и вентиляция. Нужна возможность выдохнуть, побыть в тепле пара, полежать под искусственным солнцем, плюхнуться в маленький бассейн после трудной смены, даже просто уйти покурить в отдельный угол и никому там не мешать. Отсюда и живой уголок, что-то живое, зеленое, хоть что-то кроме металла. На американских Огайо, к слову, тоже занимались бытом экипажа, но такого набора роскоши, как на Акуле, у них по большинству источников не было. У наших получилось шире, отчасти потому, что и лодка была шире. Тут еще одна вещь важна, о которой у нас редко вспоминают. У Советского Союза к моменту постройки «Тайфуна» уже была очень серьезная школа флотской медицины и корабельной психологии. Наши подводники, начиная еще с 60-х, регулярно ходили в очень длинные походы. На Хиросимах, на Ершах, на дизелях и атомоходах. И у военных врачей накопилась статистика, что происходит с человеком на 3-м месяце, на 4-м, на 5-м, когда начинается бессонница, когда конфликты, когда истерия у самых спокойных. И под эту статистику подводников и проектировали быт Акулы. Это неприятные мелочи от щедрости. Это, если хотите, ответ инженеров на конкретный медицинский диагноз. Один из тех, кто позже, уже в 2000-е, командовал головным кораблем, Дмитрием Донским, капитан первого ранга Олег Цыбин. В интервью российской прессе он рассказывал: за поход экипаж успевает и в кино насмотреться, и книги перечитать, и в шахматы наиграться, и в бассейне побывать. И все равно к концу похода люди выходят выжатые. Не физически, психически. Вот эта строчка, честно говоря, у меня осталась в голове дольше всего. Даже с бассейном выжатые. Вот в этом и разгадка мифа про подводный город. С одной стороны, да, все это на Тайфуне действительно было. Бассейн, сауна, солярий, живой уголок, каюта для курения. Это не байки, это подтвержденный факт, зафиксированный в справочниках и в воспоминаниях служивших. С другой, город – это, конечно, метафора. Красивая, эффектная, немного газетная, но метафора. Никакого города там не было. Была все та же тесная боевая машина, набитая механизмами, кабелями, шахтами, торпедами. С половиной корпуса, залитой балластной водой. С людьми, которые полгода сидят в железе и не видят неба. Просто внутри этой машины кто-то из конструкторов и врачей всерьез подумал о том, что этим людям надо где-то жить. Меня в этой истории зацепило не количество удобств и даже не бассейн. Меня зацепило то, что на самом большом оружии в истории человечества нашли место для аквариума с рыбками, и для дубовой парилки, и для комнаты, где можно молча покурить.
Это, если хотите, очень человеческое противоречие. Одна и та же лодка одной рукой несла 200 ядерных боеголовок, а другой грела кому-то воду в маленькой ванне 4×2. Но есть в этой истории и другая сторона. Полгода — это не только про быт. Это еще и про то, где именно эти полгода экипаж находился. Где стоял корабль, что делал, куда шел. Про боевые походы тайфунов до сих пор рассказано, по-моему, 10% от того, что было на самом деле. И вот тут открывается один слой, который меня, честно говоря, не отпускает. Дело в том, что эти лодки строились не для того, чтобы показывать себя на парадах. Они строились для одного очень конкретного театра. И этот театр находился не где-то в теплых водах, ни в Атлантике, ни в Средиземном море. Театр Арктика. Северный Ледовитый океан. Приполюсные широты. Та самая ледяная крышка, которая для остальных подводных лодок мира почти запретная зона, а для тайфуна — рабочее место. Дежурство. Как для обычного корабля, вахта у берега. И вот теперь картинка. 300 метров глубины. Над головой метровый или двухметровый слой льда. За 1000 миль ничего живого, только тишина, шум подводных течений и щелчки касаток где-то далеко на юге. И там, в этой тишине, стоит корабль размером с 9-этажный дом, с 20 ракетами в шахтах, с 200 ядерными боеголовками и ждет одного единственного сигнала. Вот это и было то, чего боялся Запад. Не размер сам по себе, не бассейн внутри, не рекорд Гиннесса, а сама идея, сама схема применения, оружие, которое сидит там, где до него не дотянуться. Знаете, что писал про это генеральный конструктор Ковалев в тех самых мемуарах, о которых мы уже говорили? По его словам, задача звучала прямо – расширить зону боевого применения нового корабля подо льдами Арктики, вплоть до полюса. И обратите внимание, за полюс, за. То есть корабль должен был уметь работать не только в наших северных морях, а идти под полярной шапкой хоть насквозь. К берегам Канады, к Гренландии, к берегу Аляски, если хотите. Именно из этих районов дальность ракет Р-39, а это порядка 8000 километров, накрывала практически всю территорию потенциального противника. И боевая часть до 10 самостоятельных блоков, 20 ракет, 200 целей. И теперь самое главное – все это делалось скрытно. Смотрите, обычная советская ракетная подлодка, а до акулы их было много, от Ершей до тех же 667-х, тоже могла ходить в Арктику, тоже могла нырнуть под лед. Но чтобы пустить ракету, ей надо было выйти в чистую воду, найти полынью или проломить лед перед стартом, то есть выйти из-подо льда. То есть, если вульгарно, показаться на поверхности, а значит засветиться. Отдать свое место акустикам, радарам, спутникам, случайному самолету-разведчику. После этого лодку уже пытались перехватить или сорвать пуск. Тайфун, по замыслу, должен был это ограничение снять. Он мог всплывать во льдах, не искать чистой воды, а именно пробивать ледяной потолок. Ограждение рубки у него сделано так, чтобы выдерживать лед толщиной до 2,5 метров. Всплывает лодка при этом хитро. Убираются носовые рули. Корабль медленно, аккуратно поднимается к льду, прижимается специально усиленным носом и рубкой к ледяному потолку, как будто ткнулся снизу в крышу. И резкое продутие цистерн главного балласта. Огромный запас плавучести, о котором мы говорили, срабатывает как гидравлический пресс. Корпус лезет вверх. Лед трещит, лопается, и рубка выходит наружу. По воспоминаниям тех, кто это делал, а такие рассказы есть, в том числе в специализированных изданиях, процесс совершенно не праздничный. В мае 1998 года был отдельный экспериментальный поход, где как раз отрабатывали пределы этой возможности. Начинали с метрового льда. Дошли до 2 метров легко. Всплыли и через 2,5. Один раз всплывали очень долго, корпус скрипел, что-то трещало. Потом оказалось, что от нагрузки помялись пластиковые обтекатели, погнулись крышки шахт, деформировалось ограждение рубки. Но всплыли, значит, работает. Тут я, кстати, хочу сделать честную оговорку. В популярной прессе иногда встречается более эффектная версия, что «Тайфун» мог стрелять прямо из-подо льда, не всплывая, что перед ракетой сначала уходили специальные снаряды, которые разбивали лед, а уже за ними стартовали Р-39. Красиво звучит. Но в специализированных источниках это чаще все же описывают иначе.
Штатный сценарий – сначала пробить лед рубкой, всплыть, а потом уже стрелять. Есть авторы, которые прямо пишут: из-подо льда акула ракетами стрелять не могла. Как оно было на самом деле в разных версиях проекта и в разных инструкциях, до конца не рассекречено. Я оставлю это как открытый пункт. Если у кого-то из вас, кто в теме, есть точные данные, напишите в комментариях, разберем отдельно. Но принцип это, в общем, не меняет. Дежурить подо льдом акула умела. Всплывать во льдах умела. Стрелять из приполюсных районов умела. А это уже само по себе кошмар для американской противолодочной обороны. Потому что американская стратегия ПЛО тогда строилась на чем? На системе стационарных гидрофонов на дне Атлантики и Тихого океана. СОСУС есть такая. Sound Surveillance System. Сеть подводных микрофонов, отслеживавшая шум наших подлодок. На патрульной авиации. Самолетах «Орион», сбрасывавших буи. На своих подлодках-охотниках, которые вешались хвостом за нашими стратегами и держали их на прицеле от базы и до района дежурства. Все эти инструменты хорошо работали в теплой Атлантике, в открытом океане, там, где среда предсказуема, а лодка, если что, идет по стандартным маршрутам. А в Арктике не работали. У американцев самих подводники плавания на мелководье подо льдами арктических морей считали очень рискованным делом. Их агая под лед, как правило, не ходили. Их лодки-охотники тоже далеко не всегда. И вот когда акула уходит на полюс, ее просто некому там встречать. И знаете, что тут еще показательно? У тайфунов для этих длительных полярных дежурств был отработан отдельный прием. Экипажей на один корабль полагалось не один, а несколько. 2 боевых и 1 технический. Смены менялись, когда лодка возвращалась на базу. А в высокоширотных походах, когда возвращаться было далеко и долго, экипажи меняли прямо в море. Приходил ледокол. Лодка всплывала во льдах. Экипажи, что называется, обменивались. Один сходил, другой поднимался, и корабль оставался на дежурстве дальше. Один такой поход выполнил в 1987 году ТК-12 «Симбирск». Длительный, высокоширотный, с неоднократной заменой экипажа. Не 40 дней, не 2 месяца, гораздо дольше. Про этот поход по понятным причинам известно очень немного, но сам факт такого способа службы говорит сильнее любых характеристик. Оружие, которое живет под водой месяцами и меняет людей, не выходя из-подо льда. Это уже не подлодка, это боевое дежурство подводного гарнизона. А тут еще вторая вещь – малошумность. «Тайфун», при всей своей громадности, по акустике был самой тихой советской стратегической подлодкой на момент постройки. Меньше шумели только более поздние проекты. У него двухкаскадная резинокордовая пневматическая амортизация. По-простому, механизмы внутри лодки стоят не жестко на корпусе, а через резиновые демпферы, через воздушные подушки. Плюс блочная компоновка. Реакторы, турбины и все, что гудит и трясется, собрано в отдельные блоки, каждый из которых сам по себе на амортизаторах. И вокруг всего этого 800 тонн специального резинового покрытия на корпусе. Внешняя резиновая шкура. Она гасит и собственный шум, и отраженный сигнал вражеского сонара. Проще говоря, «Тайфун» звучал под водой не как гигантский металлический дом, а как что-то гораздо более скромное. Плюс фоновый шум Арктики. Треск льда, движение подводных течений, шум ледяных масс друг от друга. Все это, если хотите, естественная маскировка. В таких условиях искать конкретную подлодку – почти безнадежное занятие. К этому добавьте еще одно свойство, которое активно тиражировала советская, а потом и российская пресса, что «Тайфун» невозможно засечь из космоса. Тезис такой. Из-за особенностей конструкции, из-за плавучести и глубин, на которых он ходит, спутниковые средства разведки его не берут. Скажу честно, это скорее заявленное свойство, чем строгий факт. Спутниковая разведка тогдашнего времени по подводным целям вообще имела очень ограниченные возможности. Так что тут я лично формулировку смягчаю. «Тайфун» был для космической разведки крайне сложной целью. Но абсолютной невидимости в природе не бывает. И вот когда все это складывается вместе, большой автономный поход, полгода под водой, дежурство прямо подо льдами полярной шапки, способность всплывать во льдах для пуска, тишина, огромная дальность ракеты и 200 боеголовок в одном залпе. Вы получаете именно ту машину, которую в западных публикациях называли оружием судного дня. Не за размер, не за бассейн, а за то, что ее нельзя гарантированно уничтожить первым ударом.
а значит, не имеет смысла и начинать. Это, если вдуматься, и есть смысл стратегического ядерного сдерживания. Оружие ценно не потому, что оно стреляет, а потому что все стороны понимают, оно точно выстрелит в ответ. И акула стояла в самой уязвимой для противника точке этого расчета. Так что страх Запада был вполне себе реальным, не выдуманным журналистами, не раздутым для газет, реальным. И меня, честно говоря, поражает не сам факт этого страха, меня поражает другое. Как при всей секретности, при засекреченном облике корабля, при закрытом эллинге, при внутренней контрразведке Запад вообще узнал, как эта лодка выглядит, как получил снимки, как собрал характеристики. Про программу «Тайфун» в мире заговорили еще до того, как первый серийный корабль вышел из ворот цеха. И вот тут начинается совсем другая история. Похожая уже не на военную сводку, а на шпионский роман. Название «Тайфун» — это ловушка. Специально построенная, специально запущенная. И придумал ее лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. 23 февраля 1981 года. Москва, Кремль, Большой зал заседаний. 26-й съезд КПСС. 5000 делегатов, представители 109 иностранных партий, красные знамена, ковровые дорожки, знакомая с детства картинка. Брежнев на трибуне читает отчетный доклад. И в какой-то момент среди рассуждений о международном положении и гонке вооружений произносит фразу, которая до этого нигде официально не звучала. Дословно, по стенограмме, он говорит примерно так. Американцами создана новая подводная лодка «Агая» с ракетами «Трайдент». Аналогичная система «Тайфун» имеется и у нас. И вот эта одна фраза, произнесенная с трибуны съезда, попадает во все газеты мира. Ее ловят Associated Press, Reuters, New York Times, Le Monde, Jane's Defense. Каждый переводчик, каждый военный обозреватель, каждый аналитик ЦРУ ставит в блокнот одно слово – «Тайфун». Что это? Программа, ракета, лодка? Никто до конца не понимает и начинают додумывать. Меня в этой истории зацепило что? По официальной версии, которая ходит и по нашим, и по западным источникам, Брежнев произнес это слово намеренно, чтобы ввести противника в заблуждение. Настоящее имя проекта было совершенно другое. Проект 941. Шифр «Акула». Так его называли в чертежах, в приказах, в министерских бумагах. Так его называли в КБ «Рубин» и на Севмаше. А «Тайфун» — это, по сути, кличка, приклеенная сверху, чтобы запутать любого, кто попробует по названию раскопать саму программу. И прием, знаете, сработал. Даже сейчас, спустя 40 лет, большинство людей во всем мире, включая, честно говоря, огромную часть российских читателей, эту лодку знает как «Тайфун». Настоящее имя «Акула» оно ушло на второй план. А поверху осталась пропагандистская обманка. Хотя тут есть тонкость. Есть отдельная версия, которую озвучивал уже в наши годы американский военный эксперт, ссылаясь на свои источники. По ней получается, что Соединенные Штаты узнали о советском проекте «Тайфун» еще раньше, в 1974 году, когда Брежнев якобы сказал тогдашнему президенту США Джеральду Форду: «Если вы будете настаивать на своей программе «Трайдент», то мы построим «Тайфун». Насколько это точно – вопрос. Первоисточника этой фразы я в нашей открытой печати не встречал. Но, допустим, намек действительно прозвучал. Тогда получается еще интереснее. Советская дезинформация работала не с 81-го, а с 74-го, с самой ранней стадии проектирования. То есть противнику давали слово, а он под это слово рисовал в своих головах какого-то абстрактного тайфуна, не имеющего к реальной акуле никакого отношения. И вот на фоне этих словесных маневров идет вторая линия. Линия настоящей секретности. Не пропагандистской, а реальной. Смотрите, эллинг номер 55, тот самый, что мы уже вспоминали, крытый. То есть с самолета, со спутника, с моря ты видишь только стены и крышу, что внутри не поймешь. Севмаш предприятие само по себе закрытое, огромное, работало под кодовым обозначением. На Западе его знали как фирму Егорова, по фамилии одного из его руководителей. Не как завод, а как некое туманное предприятие. Северодвинск – закрытый город, посторонним туда нельзя. Кольский полуостров – полностью закрытая зона Северного флота. Губа Нерпича, где базировалась 18-я дивизия, тем более.
Часовые, пропуска, штампы, вторая линия ограждения, третья. Внутри самого корабля тоже слои. Там сидели люди, которые знали проект целиком, таких единицы. Ковалев, конструкторы Рубина, директор завода, командир корабля. Дальше. Те, кто знал свой отсек, свою систему, свой участок. Мичман, отвечающий за вентиляцию, не знал ракетных дел. Ракетчик не знал устройства реакторов на уровне схем. Так работал советский принцип «знай только то, что тебе положено знать». И этот принцип, надо честно сказать, работал неплохо. Но вот при всем при этом секретность имеет одно уязвимое место. И оно, как всегда, человек. Есть в этой истории эпизод, о котором я не могу не рассказать, потому что он ходит из источника в источник, из книги в книгу, из статьи в статью, и при этом ни в одном месте не имеет строгого документа. Классическая городская легенда советского оборонного комплекса, но она очень уж характерная. Слушайте. Где-то в начале 80-х, вскоре после того, как первый «Тайфун», головной ТК-208, будущий Дмитрий Донской, вышел из ворот Эллинга, снимок этой лодки в сдаточном доке попал в британский журнал Jane's Defense. Это, если кто не знает, самое авторитетное в мире издание по военной технике. Там до сих пор публикуют характеристики всех значимых вооружений. И вдруг там появляется фотография советского атомного гиганта, точной формы, точной длины, с рубкой, с очертаниями корпуса. Скандал, если по-хорошему. Утечка первой категории. Дальше идет устная традиция. По ней снимок сделала якобы одна из работниц завода, по разным пересказам, крановщица Севмаша, работавшая в том самом Эллинге. Просто женщина, поднявшаяся в свою кабину крана и щелкнувшая внизу стоящую махину. КГБ, если верить пересказу, потом вычислил ее по одному признаку, по ракурсу съемки. Расчет был примерно такой. С земли, с уровня палубы, с надводного борта эту лодку так снять нельзя, обзор не тот. А с той высоты и с того угла ее мог видеть только человек, сидевший в кабине конкретного крана. Круг сузился до одного цеха, одной смены, одной кабины. Еще раз, я подчеркиваю, это устная традиция, это пересказ. Ни имени, ни даты, ни номера дела в источниках не приводится. Ни один документ не всплыл. Возможно, все было ровно так. Возможно, наполовину. Возможно, никакой конкретной крановщицы не было вообще, а была цепочка утечек через нескольких человек. А в народном пересказе ее сжали до одной драматичной фигуры. Мы этого точно не знаем. Но знаете, что тут интересно? Сама структура этой легенды. Она говорит о слоях свидетелей. Есть люди, которые видели корабль изнутри, экипаж. Их допрашивать было бесполезно. Они прошли отбор, они присягу давали, за них ручались. Есть инженеры Рубина. Их знали в лицо, они были под пожизненным наблюдением. Есть высокое военное начальство, еще уровень выше. А есть вспомогательный персонал. Крановщицы, уборщицы, сварщики со стороны, электрики субподрядчиков, люди, которые случайно оказывались рядом с секретом просто потому, что их работа находилась рядом с ним физически. Вот этот слой всегда самый уязвимый. И что интересно, самый плохо опрашиваемый, потому что власть о нем как будто забывала. А зря. Слышали раньше историю про фото из дока и крановщицу? Напишите в комментариях, верите в нее или считаете, что это красивая легенда. Мне самому интересно, куда чаще эта версия попадала, в наших источниках или в западных. Есть в этой линии еще одна деталь, которая меня, честно говоря, кольнула. Первая акула, головной ТК-208, когда ее еще строили в Эллинге, у нее на носовой части, ниже ватерлинии, была нанесена картинка. Обычная роспись. Оскаленная акула, обвивающая трезубец. Такая грубая, ремесленная, флотская. По традиции, на счастье. После того, как корабль спустили на воду, эту акулу навсегда скрыла ватерлиния. Ее больше никто не видел. Но именно из-за нее, по легенде, на флоте лодку окрестили акулой. А потом ту же акулу нарисовали на нашивках у экипажей всех 6 кораблей серии. Так проект получил свое второе полуофициальное имя. Снизу, от людей, а не от начальства. И вот в этом всем и парадокс всей истории с именами. Настоящее имя «Акула» родилось от акулы, которую видели только строители и первые матросы. От картинки, которую после спуска на воду никто больше не увидит никогда. А фальшивое имя «Тайфун» родилось от одного слова, произнесенного с трибуны на весь мир, и победило первое. Внизу, в закрытых цехах, акула. Наверху, в прессе и книгах,
«Тайфун». Два имени, два слоя. И вот на этом фоне, в этот самый момент, когда советская контрразведка пытается закрыть утечки в британские журналы, а Брежнев с трибуны съезда бросает противнику словесную приманку, за океаном в одном тихом американском городке штата Мэриленд сидит никому неизвестный человек. Он не военный, не разведчик, не журналист. Он страховой агент. Продает полисы, работает с бумагами. И в свободное время читает журналы про военную технику. Все подряд. Специализированные издания, справочники, статьи про подлодки. И в какой-то момент этот страховой агент, у которого не было ни одного секретного допуска ни в одной стране мира, садится и начинает писать роман. Роман про советскую подводную лодку. Огромную, ракетную, уходящую на запад. Так на свет появится «Красный Октябрь». Книга, из-за которой миллионы людей во всем мире узнают о советских атомных гигантах. И, представьте, узнают в тот самый момент, когда КГБ в Северодвинске гоняется за реальными утечками фотографий. Роман «Охота за Красным Октябрем» написал человек, который никогда не был ни на одной подводной лодке. Ни на американской, ни на советской, ни в жизни. Ни на экскурсии. Ни разу. Его звали Том Кленси, полное имя Томас Лео Кленси-младший. Обычный американец, 1947 года рождения, из городка Оуингс, штат Мэриленд. В детстве мечтал стать танкистом, потом хотел пойти воевать во Вьетнам, но у него было такое слабое зрение, что в армию его не взяли, только на курсы офицеров-резервистов, и все. После этого он попробовал писать научную фантастику. Не пошло, никто не хотел печатать. И тогда, чтобы кормить семью, он устроился страховым агентом, продавал полисы. И вот этот страховой агент, у которого не было ни одного военного допуска ни в одной стране мира, стал писать в свободное время роман про советский атомный подводный ракетоносец класса «Тайфун», который уходит на запад со всем экипажем и с революционной бесшумной силовой установкой на борту. Уходит, и его пытаются найти. И советские, и американцы. Но каждый со своими целями. Роман вышел в 1984 году через издательство Naval Institute Press, это, если по-простому, издательство при Американской военно-морской академии, при флоте. Причем интересная деталь. Это единственное художественное произведение, которое это издательство выпустило за всю свою историю. Обычно они печатают справочники, монографии, уставы, а тут вдруг роман от безвестного страхового агента про советскую подлодку. Значит, кто-то там, в академии, прочитав рукопись, сказал: «Это надо издавать, это правдоподобно, это стоит внимания». И оказалось, что стоит. Роман взорвался. Его номер 1 в списках бестселлеров, миллионные тиражи, переводы на десятки языков. А в 1990 году фильм. Режиссер Джон Мактирнан. Роль капитана-перебежчика Марка Рамиуса играет Шон Коннери, тот самый из Джеймса Бонда. В роли американского аналитика ЦРУ молодой Алек Болдуин. Оскар за лучший звуковой монтаж. И вот с этого момента миллионы людей во всем мире, включая Советский Союз, увидели «Тайфун». Точнее, вымышленный «Красный Октябрь» типа «Тайфун», как его понял Кленси. И теперь очень важный вопрос. Насколько это то, что было на самом деле? Давайте разбирать по слоям. Что у Кленси совпало, а что придумано? Это, если хотите, наша фирменная работа по мифоразбору. Совпало вот что. Название «Тайфун» совпало. Оно, как мы уже говорили, к 1984 году гуляло в западной прессе с самого съезда, 3 года как. 20 ракет с ядерными боеголовками совпало. Гигантские размеры, катамаран из 2 прочных корпусов совпало. Северный флот как место базирования совпало. Дежурство подо льдами совпало. Даже некоторые детали быта совпали. Комфорт, каюты для офицеров с индивидуальными удобствами, кают-компания. По всем этим пунктам Кленси попал. Как он это сделал? Вот тут самое интересное. Он не имел допуска, он ни в один советский порт не попал. Он читал открытые источники. Тот же Jane's Defense, военно-морские журналы, аналитические обзоры, разбирал по крохам все, что появлялось на Западе про советский подводный флот. И, судя по всему, как минимум консультировался с людьми в академии, где издавали его книгу. То есть с американскими военно-морскими офицерами. Насколько они ему рассказывали то, что знали профессионально, это уже вопрос открытый.
Клэнси про это никогда прямо не говорил, но общее впечатление у профессионалов было слишком хорошо для просто страховщика. А вот что придумано. Во-первых, само существование лодки «Красный Октябрь». В советском флоте не было такой лодки. Более того, у советских подлодок вообще не было личных имен в том виде, в каком у надводных кораблей. Были индексы ТК-208, ТК-202, ТК-12. Имена Дмитрий Донской, Северсталь, Архангельск начали давать позже, уже во времена перестройки и в 2000-е. И это, между прочим, любому советскому читателю, маломальски знакомому с флотом, было очевидно с первой страницы. Во-вторых, главный герой – Марко Рамиус. Литовец по национальности, командир того самого «Красного Октября». Он уводит лодку на запад, потому что у него личные счеты с советской властью. Но у Клэнси Рамиус – Марко, а литовские мужские имена, как правило, оканчиваются на «с». Марко – это скорее итальянское имя, никакой литовец так себя не назовет. Классическая американская ошибка. Сделал героя этническим, но не разобрался, что именно за этнос. Кстати, интересная деталь. Считается, что прообразом Рамиуса, по крайней мере отчасти, Клэнси взял реального советского офицера – Валерия Саблина. Того самого, который в 1975 году поднял мятеж на большом противолодочном корабле «Сторожевой» на Балтике. Только Саблин никуда бежать не собирался. Он хотел, наоборот, обратиться к советскому народу с политическими требованиями. За это его потом расстреляли. История трагичная и очень непростая. У нас про нее, возможно, будет отдельный ролик. Если интересно, напишите. Но Клэнси эту историю перевернул. У него офицер бежит на запад. Совсем другой мотив. Третье, что придумано – гусеница. В романе у «Красного Октября» стоит революционная бесшумная силовая установка – магнитогидродинамический движитель, работающий по принципу прокачки воды через электромагнитное поле. Из-за нее лодка становится практически неслышной для сонаров. И как раз ради этой установки ее и хочет угнать и захватить весь американский флот. Так вот, никакой гусеницы на реальных тайфунах никогда не было. Была резинокордовая амортизация, о которой мы уже говорили. Было противолокационное покрытие. Была блочная компоновка. То есть акустическая скрытность, но обычными техническими средствами, а не за счет какого-то фантастического движителя. Магнитогидродинамические двигатели в реальности существуют. Японцы даже испытывали их на надводном корабле в 90-е, но результат оказался очень посредственным. На подводных лодках их так никогда и не применили. А вот теперь открытый вопрос, который я обещал и который меня, честно говоря, до сих пор не отпускает. Клэнси написал свой роман в 83-84 годах. В это время головной ТК-208 только-только вошел в строй. Его облик был засекречен. Настоящих фотографий в западной прессе, кроме того самого спорного снимка из Jane's Defense, по сути, не было. И вот вопрос, насколько Клэнси реально понимал, что именно он описывает? Насколько его «Красный Октябрь» — это литературная догадка, а насколько что-то большее? Прямо ответить нельзя. Клэнси до конца жизни говорил, что писал на основе открытых источников. Ему верили и не верили. Часть американских военных потом полушутя рассказывали, что в отдельных сценах Клэнси попал ближе, чем ему было положено по его допускам. Насколько это правда, не докажешь. Насколько это красивая легенда, которую сами моряки любили пересказывать за виски, тоже. Может быть, все вместе. Вот эту неопределенность я бы попросил вас подержать в голове. Это как раз тот случай, когда честная тайна лучше выдуманной. Мы не знаем, откуда именно Клэнси взял то, что взял, и, возможно, никогда не узнаем. Часть архивов ЦРУ по этому эпизоду не открыта до сих пор. И знаете, что во всей этой истории самое, на мой взгляд, обидное? Или самое ироничное, как посмотреть? Пока Клэнси писал свой роман, пока Голливуд снимал по нему фильм, пока миллионы американцев засыпали, представляя себе бесшумного Красного Октября, крадущегося подо льдом, реальные тайфуны в это время делали свою работу. Тихо. Без бассейнов на постере. Без Шона Коннери в рубке. Ходили в высокоширотные походы. Меняли экипажи в море. Ложились на дно у берегов, о которых даже мы у себя в стране толком не знаем. Взрывали учебные ракеты в шахтах и все же возвращались на базу. Про их настоящую службу, вот про эти 6 кораблей,
Публично рассказано, по-моему, процентов 10, ну, может, 15. Все остальное либо еще под грифом, либо уже потеряно вместе с людьми, которые об этом могли бы рассказать. И вот тут я хочу задать один вопрос. Простой. Что произошло на самом деле в тех походах, о которых сейчас нет ни строчки в открытой печати? Кто там был? Кто выжил? Кто не вернулся? Ответы не в романе Кленси. Ответы, если они где-то есть, в архивах Северного флота, в делах 18-й дивизии и в памяти самих подводников, которых с каждым годом становится все меньше. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Дальше как раз про то, что было с настоящими акулами, а не киношными. Про их походы, их ЧП и про один эпизод, который очень долго старались не вспоминать вслух. 27 сентября 1991 года. Белое море. На борту тяжелого атомного крейсера ТК-17 «Архангельск» идет предстартовая подготовка к плановому пуску ракеты по береговому полигону. Командир – капитан первого ранга Игорь Гришков. Все как по учебнику. Вышли в назначенную точку, заняли нужную глубину. 19:00. Начинается отсчет. И вот на последних секундах старта автоматика сбрасывает пуск. Что-то не так. Ракета остается в шахте, а через мгновение экипаж чувствует несколько ударов. Не снаружи, изнутри, из ракетного отсека. Учебная ракета, а вес у нее, напомню, порядка 90 тонн, в шахте загорается и горит. По удивительному везению, весь ракетный трюм на «Тайфуне» устроен не как на других лодках. Между двумя главными прочными корпусами, изолирован. И конструкторы, когда рисовали эту сложную схему в 70-х, вложили в нее именно такой сценарий, чтобы даже взрыв ракеты в шахте не разорвал лодку пополам. Так писал Ковалев в мемуарах, открытым текстом. И вот в 91-м эта схема сработала. Экипаж жив, корабль не потерян. Но происшествие тяжелое, и до недавнего времени о нем предпочитали лишний раз не рассказывать. Меня в этой истории цепляет еще и дата – 27 сентября 91-го. Через 8 дней Советского Союза формально еще не было, распад начнется в декабре. Но фактически он уже уходил. И вот на фоне этого ухода последний, если так можно сказать, крупный ЧП советской эпохи на «Тайфуне». Как символ, империя еще стреляет, но уже сбоит. Про настоящие походы этих 6 кораблей мы знаем меньше, чем хотелось бы. Но кое-что известно точно, и я хочу разобрать это по именам. 6 кораблей, все 18-я дивизия подводных лодок Северного флота, Губа, Нерпиче, Западная Лица. Первый. ТК-208, головной. Позднее он получит имя Дмитрий Донской. Про него у нас впереди отдельная глава, потому что его судьба — это отдельный сюжет. Пока просто запомните. Заложен в 76-м, спущен в 80-м, в строю с 81-го. Единственный из 6, который живет до сих пор, пусть и на приколе. Второй — ТК-202. Вошел в строй в 83-м, отслужил ровно до 99-го. Потом его первым из акул отправили на утилизацию. Тихо, без песен. Третий — ТК-12 «Симбирск». Вот про него мы уже вспоминали, когда говорили про Арктику. В 1987 году он совершил длительный высокоширотный поход с неоднократной заменой экипажей прямо в море. Ледокол приходил, лодка всплывала, один экипаж сходил, другой поднимался. Про этот поход в открытых источниках считанные строчки. Ни точных дат, ни маршрута, ни фамилий, кроме командиров. Все, что мы знаем, что он был, и что был длинным. Четвертый. ТК-13. Вошел в строй в 85-м. Обычный, если можно так сказать, боевой ракетоносец. Дежурство, походы, ремонты. Списан в 2000-х. Пятый. ТК-17 «Архангельск». Тот самый, с которого начался наш разговор. Именно на нем в сентябре 91-го случилось то происшествие с учебной ракетой. Плюс интересная деталь. В более поздние годы, когда уже не было ни СССР, ни серии Р-39, этой лодке вырезали ракетные шахты и оставили ее так стоять у причала. По одному любопытному свидетельству, чтобы американский спутник, пролетая над Северодвинском, четко видел: шахт нет, оружия нет, угрозы нет. То есть корабль превратили в сообщение, адресованное противнику, просто своим внешним видом. Шестой. ТК-20 «Северсталь».
Введен в строй в 89-м, самый младший из серии. Последнее боевое дежурство 2002. Дальше резерв. Планировалось построить, если помните, 12, потом 10, потом 7. Реально построили 6. 7-й корпус успели начать. Под него готовились металл, конструкции, оборудование. Но в 91-м заводу сказали «стоп». Проект закрывается. Начатый корпус в итоге разобрали прямо на стапеле Северодвинска. Порезали. Ушло в металлолом то, что еще даже не стало кораблем. Меня в этой истории с 6 акулами больше всего цепляет одна общая деталь. Их не любили. Прямо откровенно, на флоте не любили. Про прозвище «Водовоз» мы уже говорили, но там было и другое. По соотношению, сколько корабль весит, сколько полезной нагрузки везет, «Тайфун» проигрывал более скромным атомным ракетоносцам предыдущего проекта. Проект 667 БДРМ «Дельфин» по нашей классификации. Он был вдвое меньше по водоизмещению, а нес почти столько же ракет. И, что важно, эти ракеты были жидкостные, компактные, освоенные промышленностью, а не громоздкая, дорогая, экспериментальная Р-39, которую делали на пределе технологий. Экономика «Тайфуна», если говорить сухо, не сходилась. Он был дороже в постройке, дороже в эксплуатации, требовал специальной береговой инфраструктуры, специального транспорта ракетовоза «Александр Брыкин» проекта 11570, только чтобы возить ракеты к причалу. Один такой транспорт мог принять всего 16 ракет, а корабль нес 20. Это уже, если хотите, звоночек. Заряд лодки не помещался в стандартную схему обеспечения. И вторая обида, флотская. Уже не про технику, про людей. На всех предыдущих советских стратегах командир корабля был капитаном первого ранга, на «Тайфуне» — контр-адмиралом. То есть по одной штатной должности одна лодка отбирала адмиральскую вакансию у всего остального флота. А флот к таким вещам очень чувствителен. Одно дело уникальный проект, другое, когда за этим стоит распределение званий, зарплат, льгот и, что важнее всего, карьерных перспектив. И вот когда все это накладывается, техническая сложность, экономическая тяжесть, кадровая ревность, получается паттерн. У страны есть супероружие, уникальное, не имеющее аналогов. Но сама страна им как будто тяготится, не хвалит на весь мир, не строит вокруг него культ, как американцы вокруг Агая. Наоборот, прячет, ругает в кулуарах, терпит и ждет возможности от него избавиться. Причем, обратите внимание, это не постсоветская история. Это уже конец 80-х. Претензии к «Тайфуну» звучали изнутри системы задолго до того, как все поехало. Есть открытые публикации в военной прессе 1991-2000 годов, где офицеры, тот же контр-адмирал Костев с сыном, ставили вопрос прямо. Оправдан ли гигантизм? Правильно ли мы вложились в этот проект? Не съел ли один «Тайфун» 5 дельфинов? И знаете, что тут самое горькое? Пока они спорили в статьях, самой страны уже не было. Спор шел про наследство, которое уже не принадлежало никому. И вот на этой ноте я хочу вас на минуту оторвать от истории самих лодок и попросить об одном. Если вы досмотрели до этого места, поставьте, пожалуйста, лайк. Так это видео увидят еще люди, а нам с вами не приходится идти в рекомендации через кричалки. А в комментариях напишите, слышали ли вы про тот эпизод с горящей ракетой в шахте Архангельска в сентябре 91-го? У нас в советской прессе про это тогда практически не говорили. Мне интересно, откуда об этом узнавали? Из семьи, из воспоминаний, из книг уже более поздних. И теперь самый важный разворот. Мы весь ролик говорим про технику, про размеры, про имена, про ракеты, но за каждым из этих кораблей экипаж. 160 человек. Каждый с семьей в Западной Лице или Северодвинске. Каждый с квартирой в закрытом поселке. Каждый с детьми, которые росли на этой Кольской земле, где полярная ночь длилась полгода. И вот у этих семей в конце 80-х, начале 90-х стало происходить одно и то же. Мужчины возвращались с моря, а страна, ради которой они полгода дежурили подо льдом, исчезала. Присяга одной стране, служба другой, форма прежняя, погоны прежние, только флаг менялся. Их корабли еще стояли у причала в Западной Лице, еще выходили в море, еще стреляли ракетами, а смысл, ради которого их строили, начинал таять на глазах.
И тут в эту историю входит третья сила. Не советская, не российская, иностранная. Со своими деньгами, своими программами и очень четким интересом. 3 тайфуна из 6 были разрезаны на металлолом на деньги Соединенных Штатов Америки. Той самой страны, против которой их и строили. Той самой страны, чьи 200 городов лежали на прицеле у ракет Р-39. Той самой, чьи спутники в 80-е каждый день пытались хоть что-то разглядеть над Эллингом номер 55. И вот именно она платила за то, чтобы этих лодок больше не было. Программа называлась «Совместное уменьшение угрозы», по-английски «Cooperative Threat Reduction», сокращенно СТР. В русской традиции ее еще называют программа Нанна-Лугара, по фамилиям 2 американских сенаторов, которые ее продвинули. Демократа Сэма Нанна из Джорджии и республиканца Ричарда Лугара из Индианы. Демократ и республиканец вместе, что в американской политике вообще редкость, а тут сошлись. И идея у них была такая. Советский Союз развалился. На его обломках осталось огромное количество ядерного оружия. Ракет, боеголовок, подлодок, стратегической авиации. Если все это оставить как есть, оно может расползтись по миру. Террористам, третьим странам, черному рынку. Значит, надо помочь России, Украине, Белоруссии, Казахстану быстро и безопасно все это ликвидировать. И заплатить за это готовы американцы из своего бюджета. Логика стратегическая. Дешевле заплатить сейчас за уничтожение чужого арсенала, чем потом строить противоракетную оборону против того же оружия, оказавшегося в чьих-то еще руках. И вот программа начинает работать. С 91-92 года. В нее попадают ракеты, шахты, стратегические бомбардировщики, полигоны. И в нее попадают акулы. Тут есть один нюанс, который многие путают. Тайфуны не выводили из боевого состава мгновенно. Все было медленнее и грустнее. Что произошло на самом деле? Ракеты Р-39, тот самый главный калибр, ради которого корабль вообще был построен, имели ограниченный срок службы. Твердотопливные заряды, гарантийные рамки, тактико-технические регламенты. По этим регламентам ракету можно было хранить и держать в шахте определенное количество лет. Потом заряд надо было либо утилизировать, либо перезаряжать. А перезарядить значит произвести новые ракеты. А производство ракет Р-39 после развала Союза остановилось. Первые ступени, если помните, делал Южмаш в Днепропетровске, а Днепропетровск теперь другая страна. Двигатели с Бийского Алтая. Кооперация посыпалась. Технологические цепочки развалились. Была попытка сделать модернизированную версию «Барк», проект РКД-19 УТТХ. В 90-е его как раз разрабатывали для перевооружения тайфунов. 3 испытательных пуска, 3 неудачи. В 98 году правительство приняло решение работу прекратить. Все ресурсы, все деньги, всю ставку перевели на другую ракету – булаву. А булава под акулу не подходила. Она была разработана уже под лодки нового поколения – Бореи. И вот к началу 2000-х получается ситуация. Есть 6 громадных кораблей, есть их экипажи, есть базы, есть шахты, есть все. Нет только одного – новых ракет для этих шахт. А без ракет «Тайфун» это уже не стратегический ракетоносец. Это очень большой и очень дорогой в обслуживании кусок железа под водой. Формально их выводили в резерв. Неформально начиналась подготовка к утилизации. Первой ушла ТК-202 в 99 году. Отправлена на Северодвинск, на Севмаш, под нож. Разделка атомной подводной лодки, если кто не знает, это отдельная сложная процедура. Сначала выгружается отработанное ядерное топливо из реакторов. Это делают на береговой базе завода «Звездочка». По сообщению Белуны, впервые такую выгрузку с акулы произвели в апреле 2003 года. Потом отдельно вырезается реакторный блок, целиком, куском корпуса. Его отправляют на длительное хранение. По сообщениям, реакторный блок ТК-202 отвезли в пункт временного хранения под Мурманском в 2007. А остальной корабль режут. Титан, сталь, кабели, механизмы, резиновое покрытие корпуса, 800 тонн специальной резины – все это идет в лом, в переплавку, в отдельные партии металла на продажу. Самая большая подводная лодка в истории человечества за пару лет превращается в набор металлических блоков разного размера, аккуратно сложенных в стороне от Эллинга.
Вслед за ТК-202 пошли ТК-13 и ТК-12 «Симбирск». В середине 2000-х 3 акулы уже разделаны. И как раз значительную часть затрат на эту работу и покрыли Соединенные Штаты по программе Нанна-Лугара. И вот тут я хочу сделать паузу и сказать одну вещь. Прямо, без прикрас. По самой доступной оценке, и по нашей, и по западной, деньги, которые США вложили в утилизацию акул, были частью общей суммы программы совместного уменьшения угрозы. В общем итоге, за все годы работы этой программы американцы потратили порядка 10 миллиардов долларов на все вместе. Ракеты, подлодки, боеголовки, полигоны, авиацию. Точную сумму именно по 3 тайфунам отдельной строкой в открытом виде не найдешь, она размыта. Но сам факт того, что уничтожение крупнейших советских стратегических лодок оплачивалось из американского бюджета, открыто признан. И одновременно, вот что я хочу подчеркнуть, пока 3 акулы шли под нож своей ровесницы, американские агая, американцы не только не резали, наоборот, часть из них они модернизировали и продлили срок службы вплоть до 2026 года. Так что параллельно с утилизацией нашего самого большого оружия на другом берегу океана шла работа по продлению жизни его прямого конкурента. Меня, когда я это в первый раз всерьез пометил у себя в блокноте, не оставляло ощущение горькой иронии. Ни победа, ни поражение. Просто ирония. Одну и ту же историю, стареющий стратегический ракетоносец, 2 страны решили по-разному. У нас уничтожить, у них обновить. И знаете, что тут важно? Никого конкретно винить в этом нельзя. Ситуация 90-х – это отдельная тяжелая история. Денег в стране не было, инфраструктура распадалась, кооперация с Украиной рухнула, ракеты кончались, экипажи месяцами не получали зарплату, гарнизон в Западной Лице выживал как мог. В такой обстановке нести 6 гигантских кораблей с их титаном, реакторами, экипажами по 160 человек, отдельным транспортом-ракетовозом, отдельной береговой базой государство физически не могло. Это надо признать честно. Другой вопрос, что американцам это оказалось удобно, очень удобно. И вот тут ветераны подводного флота говорили, и до сих пор говорят вслух ту простую вещь, которую я не могу с ними не разделить. Государство создало эти корабли всей страной. От Каспия до Владивостока. Больше 1000 предприятий. 1200 человек с одного Севмаша, с орденами. 8-е чудо света советского оборонного комплекса. А потом, за какое-то десятилетие, 3 из 6 пустили под резак. И платил за это тот, против кого их строили. Академик Ковалев, тот самый, конструктор, о котором мы столько говорили в этом ролике, обращался тогда в высшие инстанции, писал письма, пытался сохранить хотя бы часть серии, пытался объяснить, что супероружие такого класса за 10 лет не воссоздать заново, если понадобится. Ему, если верить публикациям в российской газете, плюс на минус так виртуозно перемножали в аппаратных ответах, что никаких мер не последовало. И в этом ни Ковалев виноват, ни флот, ни подводники. Ситуация была больше, чем все они вместе взятые. Но одно все-таки удалось. Одна лодка из 6 уцелела. И не просто уцелела. У нее оказалась совершенно особая судьба. Не такая, как у сестер. Не тихая, не под резак. Своя. Ее единственную из всех вывели в отдельный статус. Ее единственную из всех модернизировали, а не порезали. Ее единственную из всех переоборудовали под совершенно новую задачу – испытывать оружие, которое должно было прийти на смену ей самой. Именно на ее борту потом будут запускать ракеты, ради которых, по сути, и списывали ее сестер. Ирония на иронии. И имя у этой лодки как будто взято из совсем другой эпохи. Из-подо льда прямо в русское средневековье. На борту Дмитрия Донского в обряде посвящения в подводники традиционную корабельную кувалду заменили на настоящую боевую булаву. Тяжелую, кованую, с шипами, настоящую. Ту, которой в русском средневековье пробивали доспехи. Для тех, кто не знает, о чем речь, у подводников есть старая флотская традиция – посвящение молодого моряка в настоящие подводники. Обычно на палубе выкатывают тяжелую кувалду, и новичок должен ей символически ударить или взять ее в руки, как знак, что он принят. Кувалда на всех советских и российских подлодках была одна и та же – рабочая, из инструментария. А на Дмитрии Донском – булава. И это не случайно.
Потому что новая ракета, которую именно этот корабль испытывал с 2005 по 2010 год, тоже называлась «Булава» Р-30. Та самая, ради которой закрыли проект «Барк», ради которой, если совсем честно, и списывали сестер Донского. Ирония, которую сложно придумать. Старый гигант, единственный уцелевший из 6, испытывает оружие для тех кораблей, что пришли ему на смену. Как он вообще уцелел? Вот тут интересно. Головной корабль серии ТК-208 спущен на воду в сентябре 80-го, в строю с 81-го. К 91-му он отслужил свой первый цикл и ушел на Севмаш в капитальный ремонт и модернизацию по проекту 941У. Пришел и застрял. Ремонт остановили в 91-м. Денег нет, кооперация распадается. Программа Р-39 сворачивается. Корабль стоит у стенки. Ни боевой, ни разделанный. Просто стоит. И так 5 лет. Только в 96-м работы возобновляют. Уже не по проекту 941У, а по обновленному 941УМ. И теперь задача не та, что была. Из боевого стратега Донского перерабатывают в испытательный стенд. Одну из его шахт под ракету Р-39 весом 90 тонн перепроектируют под новую, куда меньшую, булаву. Вставляют внутрь старой шахты новый пусковой стакан. Это, если хотите, как переделать заводскую печь под другую посуду. Сложно, но возможно. Работы длятся до 2002 года. 26 июля 2002 корабль повторно вводят в состав Северного флота, а в октябре присваивают имя Дмитрий Донской. В честь того самого князя, который в 1380 году разбил Мамая на Куликовом поле. Странное сочетание. Атомный ракетоносец конца 20 века и имя из русского средневековья. Но в контексте всей этой истории как раз очень точное. Гигант из другой эпохи, доживший до новой. И начинается его вторая жизнь, та, ради которой его, собственно, и оставили. С 2005 по 2010 год Дмитрий Донской становится испытательной платформой для булавы. Всего с его борта было выполнено больше десятка пусков. Не все успешные. Про булаву отдельная история. Там были и провалы, и неудачи, и годы доработок. Но именно старая акула тянула эту программу, пока новые Бореи еще только достраивали. И вот тут ирония сгущается до полной. В июле 2014-го Донской участвовал в государственных испытаниях головного Борея-А, крейсера «Владимир Мономах». То есть старик обеспечивал испытание того корабля, который должен был окончательно его самого списать. Мономах и Донской — два русских князя, разделенные 3 веками истории и одним поколением подводных ракетоносцев. Меня в этой истории цепляет одна деталь, которая, на первый взгляд, к оружию не имеет никакого отношения. В 2007 году в кают-компании Донского разместили экспозицию «Во славу России» от Государственного музея-заповедника Куликово поле, посвященную Куликовской битве, прямо на боевой атомной подводной лодке. Между отсеками с реакторами и торпедным аппаратом стенды про сражения 600-летней давности. Одни это называют красивым жестом, другие — попыткой создать себе легенду в момент, когда легенду больше некому создавать. По-моему, и то, и другое правда. У корабля, которому не остается службы в старом смысле, появляется другая, символическая. И этот символ работает. Люди приходят на борт, видят, что это не просто плавучий металл, а плавучая память. И запоминают. К 2017 году Дмитрий Донской уже больше показательная машина, чем боевая. В том же году он совершает беспрецедентный переход с Северного флота на Балтику в составе группы кораблей. Проходит из Северодвинска мимо Скандинавии в Кронштадт. Участвует в Международном военно-морском салоне и параде на День военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Одно только его появление в Финском заливе – событие. Никто не помнит, чтобы такая громадина шла своим ходом мимо Дании и Швеции. Все побережье фотографирует. А потом тишина. В 2018-19 Донского ставят на ремонт с прицелом на дальнейшее использование под булаву. В июне 2019-го первые послеремонтные испытания в Белом море. Все идет как обычно. Но в июле 2022 в СМИ появляются первые сообщения о том, что корабль планируют вывести из состава флота. Название Дмитрий Донской освобождают для новой строящейся лодки
уже проекта 955А, Борей-А. То есть имя передают дальше, по цепочке. Дальше идут месяцы неопределенности. То пишут, что вывели, то, что нет, еще в строю. Обеспечивал испытание новых крейсеров «Красноярск» и «Генералиссимус Суворов». В декабре 22-го новая волна. Корабль готовит к выводу. Основной экипаж уже сходит на берег, остается только технический. И в феврале 2023 года это все-таки происходит. Тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава военно-морского флота Российской Федерации. Отправлен в Северодвинск. Ждать решения о своей судьбе. И вот тут начинается спор, который до сих пор не завершен. Одни ветераны и общественные организации требуют не резать, сохранить, сделать из Донского плавучий музей, ставить где-нибудь в Кронштадте, в парке Патриот или в Санкт-Петербурге, чтобы люди могли зайти на борт, увидеть эту махину изнутри, потрогать ту самую булаву в обряде посвящения. Пусть будущие поколения знают, что мы такие корабли строили. Другие говорят: извините, музей — это красиво, но реактор надо выгружать, ядерное топливо надо утилизировать. Обслуживание такой махины даже в статусе музея — колоссальные деньги. Проще разделать по стандартной процедуре, как разделали сестер. По состоянию на март 2025 года озвучено решение сделать Донского музеем. Установить в Санкт-Петербурге. Если верить материалам, ветеранам подводного флота удалось отстоять именно этот вариант. Но, честно говоря, я пока подаю это как решение о намерении, не как факт. Потому что от объявления «сделаем музей» до реального причала с открытым для посетителей трапом может пройти еще много лет. И многое еще может измениться. Так что судьба головного тайфуна, единственного дожившего из 6, сейчас ровно в той точке, которую не назовешь ни концом, ни продолжением. Он не на дежурстве, не на резаке, не на постаменте. Он у стенки, в ожидании. Как будто вся страна вокруг него тоже в ожидании чего-то, чего никто пока не может сформулировать. И знаете, что мне кажется важным именно про этот момент истории? За 40 с лишним лет один корабль пережил 3 страны. Он был построен в Советском Союзе. Прошел капитальный ремонт и получил новое имя в Российской Федерации — Ельцина. Испытывал булаву уже при следующей эпохе и вышел из строя при 4-й. Не всякий человек в наших краях переживает столько государственных этапов, сколько пережил этот корабль. А теперь давайте отойдем на шаг и спокойно посмотрим на всю эту историю целиком, с самого начала, с той огромной ракеты, вокруг которой построили лодку, с водовоза, которого не любил флот, с бассейна и сауны, которые ставили ради того, чтобы люди не сошли с ума за полгода подо льдом, с Брежнева, произнесшего слово «тайфун», с крановщицы, которая, возможно, никогда не существовала, с Кленси и его «Красного октября», с сожженной в шахте ракеты в сентябре 91-го, с 3 лодок под резак и 1 под ремонт, и с Дмитрия Донского, который сейчас, пока я это записываю, все еще стоит в Северодвинске. И задать самим себе вопрос, что во всей этой истории так и осталось без ответа. Мы почти час говорим про эту лодку. А теперь короткое, но, по-моему, самое важное. Мы про нее до сих пор почти ничего не знаем. Смотрите, мы знаем размеры, знаем количество ракет, знаем, кто конструктор, знаем, кто резал корпус в сдаточном доке, знаем, что было в кают-компании, вплоть до сауны и дубовых досок. Знаем формулу из отчетного доклада Брежнева на съезде. И даже знаем, кто играл Рамиуса в голливудском фильме. А теперь то, чего мы не знаем. Мы не знаем, где именно ходили тайфуны в своих боевых службах. Ни одной точной карты патрулирования 18-й дивизии в открытых источниках нет. Есть общие слова: Арктика, под ледовой шапкой, в приполюсных районах. Отрывочные упоминания про поход ТК-12 «Симбирск» в 87-м с заменой экипажей ледоколом. Про этот поход считанные строчки. Ни дат начала, ни дат окончания. Ни маршрута, ни того, куда именно доходил корабль. К берегам Гренландии? К Аляске? За полюс? Мы не знаем. Мы не знаем, сколько раз тайфуны встречались подо льдом с американскими или британскими лодками-охотниками.
А что такие встречи были, почти нет сомнений. Именно ради этого американцы держали свои Стерджены и Лос-Анджелесы под арктической шапкой. Но что там между ними происходило? В архивах. И, скорее всего, надолго. Мы не знаем всей правды про инциденты. Про сгоревшую ракету в шахте на ТК-17 «Архангельск» в сентябре 91-го мы говорили, да, но там открыты далеко не все детали. Есть упоминания про другие ЧП, происходившие в те годы, общими фразами, без имен и без документов. Часть из них до сих пор нигде не опубликована. Мы не знаем, кто именно погиб на акулах за годы их службы. А погибшие были, это подтверждается на уровне общих упоминаний ветеранов. Но списков в открытом виде нет. И, я боюсь, не будет уже никогда. Не потому, что кто-то скрывает, а потому, что многое просто не сохранилось. Списывалось на болезнь, списывалось на несчастный случай на суше, уходило в тишину. Мы не знаем всей правды про фото в Джейнс Дефенс и про крановщицу. Мы говорили, это устная традиция. Ни дела, ни фамилии, ни номера. И, скорее всего, никогда уже не появятся. Мы не знаем, было ли реальное распоряжение сверху сохранить хотя бы одну акулу как символ. Или наоборот, была команда резать все. Я лично склоняюсь к тому, что решения о судьбе кораблей в 2000-е принимались не по единому плану, а фрагментами, под давлением обстоятельств, денег, международных обязательств и внутренних споров. Но полной картины у нас, честно говоря, нет. И теперь, если вы позволите, про самое, на мой взгляд, тяжелое. Про то, что в подобных историях уходит первым. Про свидетелей. Смотрите, есть слои людей, которые видели тайфуны изнутри. Первый слой — конструкторы. Ковалев, его коллеги в Рубине. Часть из них оставила мемуары, часть нет. Ковалев умер в 2011 году. Многих его товарищей уже нет. Второй слой — строители. Тысячи людей на Севмаше, в цехе номер 55 и рядом. Их истории только в устной форме, в местных северодвинских архивах, в семейных альбомах. Кто-то писал воспоминания, кто-то нет. Многие из них ушли, не успев рассказать вслух самое интересное. Ту самую фактуру, которая живет в человеке и умирает с ним. Третий слой — экипажи. Подводники 18-й дивизии. Из тех, кто дежурил на акулах, кто ходил в высокоширотные походы, кто нес службу в 90-е в условиях, о которых сегодня уже мало кто может сказать спокойно. Часть их живет до сих пор, многие из них уже старики. И сколько у них осталось лет, чтобы рассказать про то, чего в архивах нет, вопрос очень грустный. И четвертый слой. Тот самый, который, если помните, я называл в главе про секретность. Вспомогательный. Крановщицы, сварщики со стороны, рабочие пирса. Женщины из береговых столовых, уборщицы штаба, родственники подводников, учителя в закрытых поселках, люди, которых никогда никто не спрашивал про то, что они видели и слышали. Их никто и никогда, видимо, не спросит. И это самая настоящая темная зона всей истории акулы. Меня в этой истории цепляет и, честно говоря, не отпускает вот что. Про самое большое оружие в истории человечества у нас, у народа, который его построил, открытых материалов меньше, чем у американцев про их Огайо. Еще раз, чтобы дошло. Есть подробные книги про американские подлодки с фотографиями отсеков, с картами походов, с рассекреченными докладами. У нас про тайфун набор одних и тех же справочных данных, гуляющий из статьи в статью. Плюс несколько мемуаров конструкторов. Плюс отдельные интервью командиров вроде Олега Цыбина. Плюс ветеранские рассказы в узких изданиях. И все. Это не заговор. Это скорее привычка государства держать свое оружие в тени. И привычка людей не спрашивать. И самое обидное то, что за этой тишиной уходят конкретные человеческие судьбы. Кто на скольких лодках сколько лет отходил под льдом. Как звали корабельного врача, который ставил диагноз молодому лейтенанту в конце 6-го месяца похода. Кто первым увидел в перископ американского Стерджена. Кто написал письмо в Москву в 93-м, что экипаж не получает зарплату 4 месяца. Все это где-то есть. У кого-то в блокнотах, у кого-то в письмах, у кого-то в памяти, пока эта память жива. И если хоть один такой человек или хоть один родственник подводника сейчас нас слушает, я хочу сказать простую вещь. Записывайте, пишите.
Пусть это будут 5 строчек в блокноте, пусть кассета, пусть телефонная запись голоса вашего отца или деда. Пусть в чужом облаке, пусть в толстой тетради, пусть в диктофоне на кухне за чаем, потому что то, что не будет записано, потеряется полностью, без права восстановления. И вот с этим ощущением непроходящей тревоги, что мы упустили и продолжаем упускать больше, чем сохраняем, я подвожу нас к финалу. Финалу не самой истории, она еще не закончена. Финалу ролика. Северодвинск. Причал. Февраль или март. Точной даты вам никто не скажет. Ветер с Белого моря, колючий, тот самый, что режет лицо не по-южному, а по-северному, ровно и упрямо. У стенки — корпус. Просто корпус. Без ракет, их выгрузили еще в 2000-е. Без экипажа — ушел. Без флага — спущен. Резиновая шкура местами полопалась. Краска обгорела на солнечном боку. Рубка, та самая, что ломала лед в 2,5 метра, теперь ломает только ветер. И под ней вода. Тихая. Северодвинская. Знакомая ему 40 с лишним лет. Самая большая подводная лодка в истории человечества стоит у причала и молчит. Тише всего этот гигант стал не в бою, не в походе, не подо льдом, где он умел прятаться от чужих сонаров, а здесь, у стенки завода, который его собрал. Как будто пришел домой. Я, знаете, все думал, чем закончить этот ролик, и понял вот что. Внутри у него, где-то в кают-компании, до недавнего времени стояла та самая экспозиция про Куликово поле, про князя Дмитрия, про далекую битву 1380 года. И там же на борту та самая булава, которой посвящают в подводники. Средневековое оружие, прямо посреди атомного крейсера. И вот эта деталь у меня в голове никак не сложится в порядок. Она про все сразу. Про то, что этот корабль про Россию, а не только про оружие. Про то, что Тайфун пережил страну, которая его построила. Про то, что старая булава в его коридоре тяжелее, чем все документы о разоружении вместе взятые. Про то, что когда доспехов уже нет, булава все равно осталась. Ну и, наверное, еще про одно. Про то, что настоящее оружие всегда переживает того, кто его создал. А настоящий человек, если его помнит, переживает свое оружие. Ковалева больше нет. Макеева нет. Брежнева нет. Экипажей первых походов тоже уже почти никого. 3 сестры головного корабля разрезаны и переплавлены. 2 ждут своей очереди. А ТК-208 стоит. Тихо, молча. Пока еще стоит. Такого больше не построят. Скорее всего, никогда. Не потому, что нельзя, а потому, что не для чего. Эпоха, в которую человеку понадобилось прятать под лед самое большое оружие в истории, эта эпоха уходит, как ни крути, скатывается за горизонт. С другой стороны, у горизонта что-то еще. Что там, я не знаю, и никто не знает. Но точно не тайфуны. Не такие. Не в такой концепции. Не в таком масштабе. И вот, если вы досмотрели до этого места, а это, между прочим, час с лишним, я хочу вас попросить об одном. У 55+ на этом канале обычно спокойные, уважительные комментарии, написанные людьми, которые помнят ту эпоху лично. И я знаю, что среди вас есть те, кто жил тогда рядом. Может быть, кто-то из вас работал на Севмаше, или служил в Северодвинске срочную, или знал моряка из Западной Лицы, или ходил в школу с ребенком подводника, или просто помнит февраль 81-го, когда с трибуны съезда впервые прозвучало это слово — «тайфун». А вы помните, где были, когда впервые услышали про эту подлодку? По телевизору, в газете, от кого-то из знакомых? В какой момент это слово вошло в вашу жизнь? Мне очень интересно. Напишите в комментариях. Мы иногда собираем такие ответы в отдельный ролик. Если наберется хороший материал, обязательно сделаем. И последнее. Подпишитесь. Не ради счета, ради памяти. Такие истории про то, как страна строила самое большое оружие в мире, а потом отпускала его в тишину, эти истории уходят вместе с людьми, которые их помнят. Наш канал «Архив СССР» про то, чтобы они не уходили совсем. Пока мы помним, их не забыли. Как только перестаем, их нет. Подпишитесь, чтобы помнить. Без этого такие корабли и такие имена просто исчезают. А корабль пусть стоит, пока стоит.